Друзья, всем привет! В этом видео я расскажу о своих печах. У меня в доме две печки, русская и голландка. Русская стоит, вот как видите, в основной части дома, а голландка находится на кухне. Также в этом видео я вам покажу всю свою печную утварь, и мы с вами приготовим телятинку в настоящей русской печи. Ну, в общем, вот моя печка, которая стоит на кухне. Там вон сушатся сапоги. Вот так она выглядит. У нее внутри вмонтирован котел. Там вода в нем находится, которая поступает из водоснабжения нашего сельского по трубам. И вот, значит, эта вода нагревается. И вот из этой трубы выходит и раздается по всем трубам вот у меня в доме. Вот, видите? Вот труба, и вот так они тянутся по всему, по всей кухне, по всему дому, в том числе тому основному. Вот. Ну, что еще хочу показать. Вот растопила я печь. У нас сегодня мороз, минус 25. Мне нужно печь протопить где-то до обеда, чтобы более-менее трубы прогрелись, да, и начали отдавать тепло. Вы знаете, вот ориентируюсь я по температуре на улице. Если на улице сильный мороз, соответственно, печь нужно дольше топить, дольше трубы прогреваются. И, конечно, нагревается дом уже только к вечеру. Если, например, мороз не сильный, там до минус 10 достаточно там немножко полежек положить, чтобы там разгорелась, разогрелась вода. И тогда он протапливается чуть ли не к обеду, да, может быть, или в обед где-то до 22-23 градусов. Но мороз, конечно, нужно хорошенько дров в печке дать, чтобы она обогрела дом хорошо. Как это еще называется? Система АГВ, да, когда по трубам, вот видите, вот вверху труба у меня идет. Вот здесь трубы у меня под окном все идут. Здесь на полу труба тоже отопительная, вот она коричневая. В доме тоже, видите, у меня батареи. Вот сейчас печка обогревает воду, которая вот уже нагрелась, и трубы нагрелись. И Белёныш со мной тут ластится. Ты мой сладкий кот, мой сладкий кот. Ну и так дом обогревается достаточно хорошо. В той комнате тоже есть отопление, но поскольку она холодная, не утеплена, там не особо сильно нагревается. Ну так, чуть-чуть. Вот. Белка. Чего ты трешься об мои ноги, а? Чего ты трешься об мои ноги? Первый раз вижу такое. Белочка, ты чего? Ой, я не могу над ней. Белка, что ты творишь? И мурчит, слышите, мурчит. Ах ты мой сладкий кот. Ты почему мурчишь? Что ты меня просишь? Мама Буся идет. Бусюша скоро поедет на стерилизацию, да, мой сладкий? Записались мы к доктору. Скоро едем. К весне готовимся. Ну вот русскую печь я разогреваю только тогда, когда нужно что-то приготовить. Или вот у меня бывает, приезжает мама с племянником, там, друзья, они хотят погреться на печке. И вот я согреваю печь, и вот здесь на палатях греются коты, и в том числе мои гости. Вот здесь я им стелю матрасик, когда приезжают. Да, Белёныш? Здесь достаточно так уютно, здесь любит племянник у меня тусить. Вот здесь я занавесила пледом. Забраться на печку, на мою русскую, можно только по лестнице. Ну, что хочу сказать, состояние русской печи, оно, конечно же, не ахти какая новая. Она со времен постройки дома этого. В 1976 году, по-моему, дом у меня построен. Вот, и я так полагаю, печь с тех времен стоит. Ну, правда, ее декорировали предыдущие хозяева, у которых я дом покупала, такой бежевой плиточкой. Все ее покрасили хорошенько. Ну, конечно, она не в идеальном состоянии, у нее там внутри где-то рушится кирпич уже. Под пол я залазила, смотрела, она стоит на двух буровах кирпичных, то есть у нее основание есть. Ну, если, конечно, делать по-человечески эту печь, конечно, я бы поставила фундамент, но это будет со временем, не сразу. Скорее всего, я поставлю новую русскую печь когда-нибудь. Ну, а это пока вот прослужит, сколько прослужит. Но я надеюсь, что ничего опасного не будет. Вроде приезжал печник ко мне, смотрел ее, он сказал, что более-менее печь у вас еще в действующем состоянии, ничего такого нет сверхопасного. Все вроде бы нормально. Можно ей еще попользоваться, можно. Но, конечно, со временем, когда я там буду ремонт какой-то делать, вот в этой комнате основной, пол там, может быть, перекладывать, не знаю.
конечно, буду фундамент под новую печь делать и делать новую печь. Но это когда еще мне проведут газ, это будет не в этом году и не в следующем, скорее всего. Но, в общем, я буду ориентироваться на свой бюджет и на приоритеты по стройке, по ремонту и так далее. Но пока вот я пользуюсь тем, что есть, и мне кажется, она вполне в таком хорошем рабочем состоянии. Конечно, где-то нужно ремонтировать, но мне кажется, в ремонт нет смысла вкладываться, лучше вложиться в новую печь. Пока ничего критичного нет, поэтому я ей пользуюсь без опасений. Вот сегодня буду готовить телятинку в ней. Покажу вам рецепт. Я, кстати, вызывала печника, он все посмотрел у меня в этой печи. Трубочист ее чистил, когда я только купила дом, приезжал, и печник посмотрел. Ну, он мне подлатал что-то там критичное такое вот в дымоходе. Вот, а так она нормально пока работает. Я надеюсь, когда мне газ проведут или, возможно, я поставлю электрокотел. Я еще не решила, как я буду отопительную систему в своем доме ставить, какую, да. Пока еще думаю и не знаю, как получится. Вот, но вот эту печь мне бы не хотелось разрушать, я ее оставлю, отреставрирую так, чтобы она была, ну, добротной такой, да, чтобы у нее дымоход достаточно был хорошим, проверенным. И, ну, в общем, этим я буду заниматься тогда, когда определюсь с отопительной системой, когда у меня будет нормальная отопительная система, либо от электрокотла, либо от газового котла. Еще не знаю пока. Еще вот у меня предыдущие хозяева этого дома, они уже поставили газовый котел, установили, он одноконтурный. Вот название у него вот такой вот Конора, по-моему, итальянский котел, да, итальянская автоматика. Уже к нему подключена вот эта труба, в которой нагревается вода от котла, да. То есть вот осталось только дымоход от него вывести, либо в потолок, либо в стену. Ну, в общем, это нужно еще решать. Это решаться будет в этом году, что и как, посмотрим. Ну, в общем, а пока я топлюсь дровами. Сколько уходит у меня дров, да? Ну вот, значит, сколько я израсходовала уже, хочу сказать, 2 грузовика точно до февраля месяца я истопила. Но это вместе с баней, если считать, да? А баню я каждую неделю топлю. Вот, и в феврале я заказала еще один дополнительный грузовик, вот дрова как раз из 3-го грузовика. Причем я заказывала их, знаете, нюансы какие. Короче, я заказывала эти дрова у других поставщиков, не наших местных, и они мне привозили валом эти дрова. Валом это значит, навалили в грузовик и привезли, посчитали как 5 кубов. Вот. А как мне объяснили, что если дрова валом, то их не получается столько, сколько в 5 кубах. Вот. Поэтому вот этот 3-й грузовик у меня в укладку. Мне прям в ковше трактора привезли в укладочку сложные, аккуратненько все эти дрова. И их получилось, конечно же, гораздо больше, чем в предыдущих 2 грузовиках. И по-честному, 6 кубов получилось. Это вот я заказывала у местных, кто занимается дровами здесь. Я думаю, что 3-го грузовика до конца зимы и на весну даже мне еще хватит. 100%, я уже в этом уверена. Вот, но летом я, конечно, буду еще дополнительно грузовик заказывать, чтобы просушить дрова к зиме. Там на баню или что, может, я не знаю. В общем, эту печь я хочу оставить, и русскую тоже хочу оставить. Ну как, русскую со временем я, наверное, переделаю и сделаю на ее месте новую русскую. Но это со временем, это время потребуется на это достаточно много, да. Вот эту печь я достаточно хорошо отреставрирую, может быть, внутрь туда новый котел поставлю, и с нового котла она уже будет отапливать дом, да, то есть у меня будет запасной вариант, скажем так, будет либо электроотопление от электрокотла, либо от газового котла, и будет запасная вот эта печь отреставрированная. На тот случай, если вдруг что-то где-то случится. Она, кстати, даже без котла, она достаточно хорошо обогревает. На печке на этой очень любит греться Вася. А также я здесь сушу вот сапоги. Конечно, зима еще не закончилась. Это видео я записываю в середине февраля.
Но я уже приблизительно знаю, сколько дров нужно на мой дом. Получается 15 кубов. И то это расход дров на неутепленный дом. То есть, когда я утеплю дом, поставлю в него новые окна, которые не сифонят. Когда я утеплю пол, то, конечно же, расход будет намного меньше. Кроме того, я теперь знаю, как заказывать дрова. Не навалом, а в укладку. Чтобы получилось все по-честному, ровно столько, за сколько я плачу, за 5 кубов или за 6. В общем, в дровах я теперь разбираюсь. Заказываю я березовые дрова, потому что они самые хорошие, отдают больше тепла, и на них есть береста, который очень хорошо растапливается печь. Вот растопила печь, жду, когда прогорят в ней дровишки. Хочу сегодня запечь телятинку на сковороде. И заодно, пока вот дрова прогорают, хочу вам рассказать о своей печной утвари. Ну вот про ухваты и про кочергу я уже вам рассказывала. Ну вот сейчас повторюсь, да. Значит, повторю вкратце, да, то, что я рассказывала в предыдущем видео. Вот кочергу я, значит, нашла у себя во дворе. Она вот достаточно такая старенькая, длинная. Вот такая вот. Но она немножко хлипкая. Шатается, конечно, на гвоздике вот тут еле приделано, но тем не менее рабочая. Ухват большой, значит, мама мне привезла, ей отдала его подруга. Она нашла у себя его в деревне, и говорят, ему уже более 100 лет. Посмотрите, какое у него старое древко. Уже, вон, видите, в зазубринах, надо его чинить, обтесывать. Ну а вот маленький ухват, это моя гордость прямо вот. Я его нашла на Авито в Нижнем Новгороде. Мужчина занимается, реставрирует ухваты. Значит, здесь маленькие такой вот маленькие рожки, как раз для маленьких чугунков. И посмотрите, какое древко вытесанное, вылакированное, такое вот красивое. Оно очень длинное, кстати, не сравнить с остальными. Вот, чтобы вам понимать, вот это вот слева кочерга стоит, вот видите, посередине большой ухват и маленький, самый большой ухват, самый длинный, точнее. Вот он у меня. Ну и заодно вам расскажу, в чем я выпекаю, в чем я готовлю в своей печи. Значит, вот это большой чугунок. Я его немножко пыталась отмыть. Вот, в общем, вот, смотрите, он какой круглый такой весь. Овальной, приятной формы. Правильный, круглый, полукруглый. Вот, его мне подарил мой бывший мужчина, за что ему огромная благодарность. Вот этот вот противень, чугунный тоже, я купила на Озоне. Нашла единственный в своем роде чугунный противень, который был вообще в маркетплейсах и больше нигде, кстати, не видел. Может быть, сейчас продаются, не знаю. Вот чугунную сковородку мне тоже подарил бывший мужчина, за что ему благодарность огромная. Вот эту вот форму для выпечки хлеба мне подарила сестра. Уже я в ней выпекала хлеб. Вот этот зеленый эмалированный чугунок мне тоже подарил бывший мужчина. Он еще такой... Не успела я его отмыть, сори, он такой немного грязненький. Вот, тоже постоянно им пользуюсь, даже на плите иногда готовлю. И вот такой маленький белый эмалированный чугунок мне тоже подарил бывший мужчина. Спасибо тебе большое. В общем, я всем этим сейчас пользуюсь активно. Ну а вот этот чугунок, в который я ставлю кочергу, храню здесь, я его нашла на дворе у себя, в своем доме, да. И храню здесь всю печную утварь свою. И он, этот чугунок, он дырявенький, такой старенький, поэтому я его приспособила в качестве подставки, можно сказать. Немного расскажу о чугуне. Чугун, достаточно такой капризный материал в уходе, да, его нельзя мочить. Обязательно нужно просушивать, если вы его промываете, да, просушивать, прокаливать вот в печке. Вот я сейчас немножко намыла, вот это все буду прокаливать, ставить вот в эти, ну, короче, специальные вот эти емкости в печи, в которых просушивают чугунную посуду. Вот как раз там вот я сейчас немножко сполоснула их, они у меня прокалятся, и потом нужно их, чугун, промазывать маслом, пропитывать прям, чтобы он не ржавел. Ну, вот эмалированный чугун, он, конечно, в уходе более проще с ним, как-то помыла и поставила, просушился он, и все, не нужно его смазывать. Но чем хорош вот такой вот чистый чугун, да, в нем пища получается
просто божественного вкуса. Я не знаю, как это описать. Какое-то там внутри инфракрасное излучение от нагретого чугуна, да, выходит. И благодаря этому пища очень вкусно получается. Кстати, хотела найти вот такую форму для выпечки хлеба чугунную, но, к сожалению, не нашла. Но сестра мне обычную металлическую подарила. В общем, вот это чугунная моя посуда, которой я пользуюсь для готовки в печи. Потому что мне все, когда я сняла видео с обзором своих ухватов и кочерги, мне сказали: Наташа, отмой вот этот чугунок, под который ты сделала в качестве подставки для них. Вот, будешь там выпекать, да и смотрите, у меня достаточно много посуды для готовки в печи. Я не переживаю по этому поводу. Что-то мне подарили, что-то я купила сама. Ну, в общем, вот. Жду, когда прогорят дровишки. И будем выпекать телятинку. Сейчас буду ее готовить. Покажу вам, как я буду ее готовить. Кстати, всю мясную продукцию я заказываю в компании «Фермерское мясо». Вот здесь мне привезли фарш куриный, телятинку на кости свежую. Кстати, мясо это привозят прямо в день разруба. Оно абсолютно свежее, не замороженное, просто охлажденное и очень-очень вкусное. Ну, вот это вот куриный фарш, который я заказала также в этой компании, сосисочки куриные и сыр сулугуни свежий, фермерский, очень вкусный. И также я заказала купаты из курицы и краковскую колбасу. Вот здесь я уже ее наполовину съела, настолько она вкусная. Вся мясная продукция компании «Фермерское мясо» проходит сертификацию, поэтому можно быть уверенной в качестве. Доставка бесплатная до квартиры или дачи, до дома, как удобно вам. По центральной части России уточнить, входит ли ваш адрес в зону доставки, можно на сайте. Оплата только при получении. Если что-то вас не устроило, можно отказаться. Здесь достаточно широкий ассортимент. Вся продукция изготовлена самостоятельно из фермерского мяса, без добавления химии и консервантов. Ссылку на сайт компании «Фермерское мясо» я оставлю под этим видео и в закрепленном комментарии. Проходите, покупайте. И для каждого подписчика, кто скажет мой промокод «Счастливо в деревне», будет подарок. Ну что, приступим к готовке телятинки в русской печи. В общем, я беру кокосовое масло и кладу на чугунную сковородочку. Теперь берем кусок телятинки на кости. Вот так вот я ее положу, прямо вот на это масло. Кусок достаточно большой, видите? Немножко попрокалываю мясо так вот ножом, чтобы оно хорошо пропеклось. Мясо я сбрызну соевым соусом. Вот так вот. Немножко польем. Также можно лимонным соком. Немножко побрызгать чуть-чуть. Я беру вот такой вот лимонный сок. Можно простым лимоном. Также я возьму вот такую приправу для курицы. Но вы вообще можете любую приправу взять, которая вам нравится для мяса. Ну, мне нравится вот лично вот это. Я сейчас ей посыплю. Даже можно немножко обмазать, так, знаете. Хорошенечко везде помазать. Так, хорошенечко его промажем. Кусманчик. Вот он практически вываленный уже весь в специях. И сейчас я порежу сельдерей специально для него, для запаха, очень вкусно будет. Сельдерей, он имеет такой очень яркий аромат. И для мяса это просто, ну, незаменимая вещь, я считаю.
совсем немного, потому что он очень-очень пахучий. Ну, я вот порежу, сколько смогу. Вот такая красота у нас получилась. Собственно, ничего больше не нужно особого такого. Сейчас я долью сюда немножко водички и буду ставить в печь. В общем, вот, сначала я закрою мяско крышкой сверху. В общем, у меня есть как раз крышка от чугунка, вот от этого круглого. Она как раз подходит под сковороду. Сначала я буду томить мяско вот так вот, закрытым, а потом уже приоткрою его, чтобы оно немножко сверху подрумянилось. Вот, ну, в общем, буду ставить сейчас в печь. Вообще так можно приготовить мясо любое, не только телятину, можно, наверное, и свинину, и индюшатину, и курятину, что хотите. Конечно, в русской печи любое мясо будет очень-очень вкусным. Ну, а пока я жду, когда прогорят дровишки до углей, и уже немножко отодвинув угли в сторону, поставлю вот эту сковородочку. Ну, в общем, вот, поставила я туда сковородочку с крышкой. Не полностью еще прогорели дрова, но я специально так сделала, потому что кусок мяса достаточно крупный, и нужно, чтобы он хорошо прожарился, пропекся. Вот, ну что ж, ждем, что получится теперь. В общем, мяско потомилось где-то около часа, и давайте посмотрим, что у нас получилось. Вот я его разрезала. Оно получилось достаточно таким вот сочным, ароматным, румяным, просто вкуснятиным. Ну, а для тех, кто любит пропечение мяса, конечно же, можно потомить чуть подольше. Ну, это уже на ваш вкус, как говорится. Как хотите, так и готовьте. Лично я вот приготовила посочнее. Ну, а на следующий день я его, конечно же, подогрела на сковородке. Оно уже немного более просушилось побольше. Попробуйте приготовить мясо по этому рецепту и поделитесь, что у вас получилось в комментариях. А также поделитесь, что вы готовите в своей русской печи, если она у вас есть. Вообще, какие вы блюда знаете для русской печки. Мне вот это очень интересно, пособирать вот такие рецепты аутентичные. Я буду очень рада почитать такие комментарии. Ну а на сегодня все. Всех благодарю за внимание. Благодарю вас за комментарии, за лайки, за подписки. Очень-очень мне все это приятно читать, смотреть. И, конечно же, я очень благодарна вам за ваши донаты.